Всем добрый день. И сегодня я хочу поделиться вот той информацией, почему свистит ремень. Мы знаем, я думаю, все это знают, что есть ремни клиновидные, это на старых моделях, а есть ремни плоские, и на них вот такие зубья. Ну, можно сказать, тоже клин, но только их много, мелких таких клинов. И вот тогда, когда у нас есть вот такой ремень, то это нужно или натянуть ремень, или нужно его просто заменить. Он пришел в негодность, потому что от времени клин у него стал меньше, он стирается, ну, изнашивается. Но вот этот ролик от плоского ремня, у меня двигатель вот с таким роликом, Ford Galaxy TDI 2008 год. И на нем стоит вот такой самонатяжной ролик. И тоже начал свистеть ремень. А так как у меня до этого были машины вот с таким ремнем, я думал, что проблема заключается в ремне. Купил новый ремень, заменил его. Но, к несчастью, ничего не изменилось, только случилась беда. Ролик сбросил этот ремень и порезал его. И порезал он этот ремень вдоль. А до этого у меня тоже случилась ситуация такая, что в дороге, хорошо, что я был в городе, недалеко от дома, у меня тоже сбросило ремень и порезало его вдоль на несколько ремешков. Я подумал, что проблема заключается только в этом ролике, потому что у этого ролика были ступеньки. Ступеньки, ну, от выработки уже. Этот ролик можно заменить отдельно от всего механизма. И что я решил сделать? Я решил сточить на шлиф машинки вот эти ступеньки. Я их сточил, сделал ровную плоскость, поставил опять этот ролик, и он опять мне сбросил ремень. И тогда я присмотрелся к вот этому ролику, вернее, к этому механизму. Он состоит, этот механизм, из двух частей. Вот. Одна половинка и вторая половинка. И здесь у него, по всей видимости, проходит шток, где находится пружина. Вот можно увидеть. Сейчас покажу. Вот она, пружина. И выходит. И присмотревшись, я увидел, что этот ролик, вот такая у него ситуация, что они по отношению друг к другу вот стоят с таким перекосом. Ну, это я сильно нарисовал, но там буквально, наверное, миллиметр или 1,5 миллиметра такой перекос. Что, значит, произошло? От времени там произошла внутри выработка на этом штоке, который соединяет вот эти две половинки. И при натяжении ремня этот зазор еще увеличивается. И поэтому ролик стоит косо. Потому что этот механизм, он не просто натягивает и стоит мертво. Ролик постоянно вот так работает. Постоянно так движется. И поэтому со временем происходит выработка. У меня на машине 320 тысяч. Ну, примерно где-то так, по-моему, чуть больше. Вот. То есть нужно было заменить, что я и сделал, нужно было заменить весь механизм. Меняется он очень просто. Здесь он прикручивается всего одним болтом под звездочку.
Здесь есть вот такой штифт стоит. С другой стороны стоит отверстие. Он вставляется, этот штифт, в отверстие. То есть по-другому вы его никак не поставите. Только в том положении, в каком нужно. Вот мы видим вот здесь вот отверстия такие. Это, скорее всего, для специального ключа, для того, чтобы разжимать ролик. Но у меня ключа такого не было. Я простым ключом гаечным вот за этот болт разжимал ролик, ставил ремень и так его натягивал. И вот когда я поставил новый полностью механизм, все заработало. Ремень не сбрасывает, не свистит. Еще почему опасно ставить новый ремень, вот пытаясь сэкономить? Потому что старый ремень, вот эти зубья, у него сильно прокатаны от времени. У нового ремня эти зубья мельче, они не так прокатаны. Ну, понятно, потому что ремешок новый. И поэтому его сразу сбрасывает. Поэтому для того, чтобы сохранить и ремень, и время, потому что неудобство установки заключается в том, что мало места. Мне пришлось снять левую фару, мне пришлось снять колесо, ну, для удобства. И так как мало места, ну, пришлось очень повозиться, конечно, долго. Для того, чтобы установить. Снять-то все это быстро можно, а вот установить уже посложнее. И вот для того, чтобы не тратить время лишнее, потому что может опять порвать ремень, вдоль порезать его, даже новый ремень, лучше всего менять полностью механизм. Вот примерно мне механизм обошелся полностью весь 1800, по-моему. Ну, ролик отдельный стоит 500 рублей. Вот. Примерно вот такие цены. Где-то больше, где-то меньше стоит. Чем опасно, если не заменить вовремя этот ролик? Если в дальней дороге может произойти перегрев двигателя, потому что он крутит не только генератор, крутит помпу, разрядится аккумулятор, ну и последствия могут быть горестные. Поэтому, когда засвистел ремень плоский, имейте это в виду, что неизвестно когда, на каком километре ваш ремень превратится просто в порезанные нитки. И хорошо, если вы окажетесь недалеко от дома. Хуже, если вы окажетесь, вот даже вот сейчас вот видите, вот видно зазор этот. Хуже, если вы окажетесь далеко от дома, где-то в дороге, если еще автосервисы будут далеко. Вот. Поэтому, когда у вас запищал, засвистел ремень, обратите на это внимание, чтобы вам никакой беды не приключилось. Надеюсь, что вот эта информация была для вас полезна. Не буду говорить о том, что не ломайтесь, машины ломаются. Просто вовремя это замечайте. Хорошо ремонтируйте. Пусть ремонт у вас будет хороший. Все. Всем до свидания. До следующего просмотра.